Друзья, всех приветствуем на канале Рыболов Копатель. Снова Балтийская коса. Приехали нашей командой. Будем бродить, искать что-нибудь интересное. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Ну а мы погнали. Спонсор показа – интернет-магазин «Антиквар-32». Огромный выбор металлоискателей и поисковой техники. Широкий ассортимент аксессуаров и снаряжения. Обмен вашего металлоискателя по системе Trade-in. Переходите по ссылке в описании и применяйте промокод РЫБАКОП. Это даст возможность получить скидку до 25%. Первая находка у меня. Что-то мне подсказывает, что это автомобильный номер был. Видите, цифры тут 75. Здесь, конечно, все облезло уже. С креплениями. Так, у товарища генерала уже началось под деревом. Кричит, говорит, каска, каска. Смотрите. А тут знак за ранение. Причем сохран вообще. Вообще пушка. Ну, генерал. Это мы только начали копать, блин. Только начали. Красава. Как обычно, друзья, никакой пропаганды ужасов войны. Только история и кладоискательство. Леня вон траншею начал копать. Смотрите, что вылезло. Офигеть. Еще и с заглушкой. Обалдеть. Секли за нашим десантом. Все целое. Так ни хрена. Я сейчас не извинил. Просто кайф. Слушай, ремешок на месте завязан, да, там? Ремешок завязан, да, еще немцам. Это что, корень, что ли, или что это за провод? Это типа резинка. Да он еще рабочий, походу, Лень. Да не, лезем пизда. Смотри, там на этом образовалось это. Выражение зимой. Да. С зимы рисунок остался, друзья, смотрите. Вот здесь где-то были. Этот самый где? Что-то не видать. С другой стороны, может. Подожди, дай покажу еще эти. Как будто мороз нарисовал, и так все и осталось. Просто офигеть, находка. Ага. Глазами нашел значок, ласточку. Ага. Это тоже типа зимняя помощь из серии, да? По-моему, да. Их там дофига всяких, 7 на 50 кратность. Кайф. Леонид, поздравляю вас. Thank you very Уже much. начал траншею прорабатывать. Вот сигнал. Мелкая наша звездочка. Пуговица. Причем уже достаточно глубоко. Так, у Лени после бинокля следующий сигнал. Видимо, мазь. Но пока открывать не будем. Смотрите, генерал в ударе. Смотрите, что творит. Часы. В кожаном футляре. Тут, конечно, намеки, конечно, есть на золото. Но, скорее всего, нет. Ладно, потом откроем. Может быть, вечером. За столом, да. Посмотрите, кайф какой. Офигеть. Узнали, чей ботинок. Немец таскал. С шипами, с набойками, с металлическими. Ну, кожа, блин. 100 лет, небось, прошло. Хоть бы что.
Товарищ генерал продолжает творить чудеса. Посмотрите, какая вилка-ложка. А что-то клейма не видно. А оно надо открыть с другой стороны, на вилке. А, вот там с обратной, да? Зачет. 40-й год. Так, сигнал у меня на склоне. Сразу не понял. Ну, теперь понятно, зажигалка. Зажигалка. И подпись есть. Подпись есть. Кия, по-моему. Сейчас почистим. Смотрите, вот тут вот буквально бруствер траншеи. Сигнал, и кожа уже торчит. Она уже давно торчит. Опа. Год Митунс. Нормально. Как будто сбросили ремень, что ли, непонятно. Да, денек сегодня не хуже, чем прошлый выезд получается. Сейчас еще позвоним. Как будто там еще что-то есть. А вот и ключик золотой. Значит, где-то и шкатулка от него. Точнее, он от нее. Ищем. Леня начал яму продолжать здесь. Траншею. Смотрите. Эльдорадо продолжается. Тут золото поднимает, ты про феник не говоришь. Это у тебя 585 или 565. более крупное золото. Первое, да, наверное? Так, тройки такое оставалось. Да нет. Понимал? Печатка у меня была приличная с камнем, зеленым. Вообще зачет. Вот вам и золото, друзья. Там, не помню, резко какой-то. Поменял я на бляху. Полицейскую. Или гражданский кто-то потерял здесь. Прятался. Да не мало. Зачет. Два, я думаю. Цвет интересный. В этом районе там плюс-минус. Ну, плюс может быть навряд ли, но минус. Вот, Вот да, он. так. Ну, сейчас это Просто понятно, кайф. с лишним тысяч стоит, 2,5. Простого. 2800, что-то такое. Хотел вам показать, друзья, интересное явление. Смотрите, видите, все белое. Запах просто жесть. Как вы думаете, в чем причина? А причина, вон эти черные бакланы или пеликаны, как их там зовут. Они, короче, вот это все обкакивают, получается. И деревья, целые острова есть у нас в районе Камсигала. Там живности уже вообще практически не осталось. О, что на дереве висело. Находка заодно. Короче, вот эти ребята, они устраивают вот такие флешмобы. Запах просто. Влад глубину копает. С фуражки птица прилетела. Необходимо чистить, это чуть попозже. А вот и дядя генерал. Смотрите, что достал. Что-то мы такую вообще первый раз видим.
25 фенигов. Зачет. Я только и успеваю снимать. Наградная планка КВК с мячами. В выбросе, причем в старом, опять же. Как в прошлый раз Влад 2 награды нашел. Зачет. Смотрите, подушка на трак. С каким клеймом. Разломанная, разорванная. Внимание, внимание! Сквозь призму времени мы смотрим на Германию. Не забываем подписываться на канал Рыболов-Копатель. Кстати, ласточка, которую Леня нашел, она-то светится в темноте. Пропитка радия. Не радиоактивная она случайно, друзья? Или фосфор? Что это? Или соль и радия? Леня еще вот такой тюбик принес. Фогал. Да есть. Набор криксмариновских пуговиц. Просто не пройти. Где-то есть похоже. Так, Леня ремешок, пряжку от поясного ремня достал. Американский причем. USA. Вот какую яму выкопал. Все вперемешку. Вот наша звезда. Пуговица советская. Вон их сколько. Целое семейство. Красота. Вот впервые в этом сезоне глазами нашли веселку. Вот они, чудодейственные, чудодейственное ведьмино яйцо. Вот раз. Вот второй. Примерно 3-4 вот таких гриба отряхнуть от грязи, на четвертинки разрезать и залить примерно 0,5, ну 0,7, если 4, наверное, водки нормальной, и настояться им. И потом по чайной ложке утром и вечером в течение месяца. Месяц перерыв, и потом еще раз повторить. И через полгода все то же самое. Как-то так, от всех болезней. Вот она, пуповина. Пока мы с Владом ушли искать новые места, а тут уже генерал. Смотрите. Опачки. Опять у него котлы и горшок. Прям в окопе. Ну-ка, поверните. Прям в окопе. М42, по-моему. Поздравляем генерала. Находки продолжаются. Номер сзади. Поедем. Серийник. Нормуль. Вот тоже, кстати, интересная находка. Зубная щетка.
Причем сделано из кости. Если вот тут посмотреть, видно поры даже. Ну и она такая твердая достаточно. Ручной работы. Немцы рукоблудили. Пошел ужин потихоньку. А что это значит, друзья? Скоро будет вскрытие часов. Не переключайтесь, пожалуйста. Опа. Часы не золотые, не серебряные. А жаль, да? Так, по идее, вообще нажимаешь, Да. и они открываться должны, да? Ты не дергай туда-сюда. Это не такая старайся. штука? Но они Мне кажется, должно, по идее, нажиматься, ну. А мы щас Вот не они тяжелые какие. А когда показалась вот эта вот заводная головка, Влад предположил, что они могут быть золотые. Не тут-то было. Тем не менее. Удалось чуть-чуть поддеть. Естественно, кнопка не нажимается, там все закисло. Вау! простые часы. Мехиор. Там серийный номер. Это да, вот закисый язычочек, видишь, он металлический. Одна целая. Ну вот как раз вода, они так лежали, видимо, вода вот в этой в нижней части была, да? Попала вода, стояла. Серийник вон. Там сзади, на задней стенке тоже должны быть надписи. Так, теперь задняя крышка. Тоже Влад поддел. Открываем. Оп. Фокус-мокус, телефокус. Все золотое. Опа. Самое интересное. Швейцарский механизм. О май гад. Так они золотые внутри. Смотри, тут все механизмы в номерах. Смотри, алмазы, видишь, алмазики вот в этих местах, где колесики, это алмазы. Камни. Серьезно? Да. Ну ты старый часовщик. Чтобы он же меньше протирается, чем металл. Поэтому ставят алмазный камень. Рома, стенки что там? Покажи, Хорошо. поверни, пожалуйста. А ничего хорошего. Ничего хорошего. Зато сами часы очень хорошие. Это интересно было бы узнать, сколько здесь камней на часах. Пишут камни, это вот про алмазы пишут. Сколько карат эти бриллианты горит. Вот Про кольцо, камни ставишь. которое Леня поднял. Ну вот мы тут все спорили. Извиняюсь за грязные ногти, конечно. Но вот это очень на жемчуг походит. Цвет как бы такой мутный, но все-таки перламутровый. Специалисты, Не отдать, она на работу съездит, подскажите, проверит, что может быть. И скажет, пробуй, ёпта. И посмотрят лупами, и все, блядь, все точно. Так, проба. Да, это такой, да, она даже про С это пробой думает. мы так и не разобрались до конца. Мне кажется, где-то она желтая, вот, да, там она оставила. Да какую-нибудь проволоку. Или 583, Ёпта, нет ни проволоки. или 585. И клеймо производителя, видимо, дубль В. Тут все-таки, наверное, жемчуг был. Классное кольцо. Так, вот еще мыльница была поднята сегодня. Товарищем генерал. Мыло, говорит, душистое, голова, говорит, пушистая. Чистая, как у кролика. Генерал, а мыльница очень глубоко, да, была? Да, глубоко было. Бревна шли на дне, а потом еще под бревнами. На дне траншеи, считай. Ну точно что-то заныкали. Мыло. О! Какое мыло. Запах Земляничное. 85-летний. Не. Лень, такое мыло, Простое мыло, красное мыло. ты еще не Смотрите, видел. не сожгите легкие себе, ребята. Опасно.
Смотри, пенится пузырь. Масло с лососевой икрой. Хоть на бутерброд маш сегодня. Переходим к биноклю, друзья. Смотрите, уже все разрабатывается потихоньку. Вау, все двигается. Опа. Да, когда-то в 45-м году в него смотрели немцы на наш десант, который высаживался на Балтийской косе. Да. Ну, еще клейма повыскакивали. Номера, производители. Ну вот это, конечно, это вообще. Мы уже поужинали, сейчас будем отдыхать. Находки все самые интересные. Обзор я вам показал. Не забывайте подписываться, комментировать. Всем спасибо и до новых встреч. Смотрите, а кто у нас там с той стороны ползает? Ух ты, какой хитрец! Офигеть! Ножку генерала ищет, наверное, вот поэтому и ползает.